Приятно, когда мечты сбываются. 2 года я мечтала построить снежное укрытие, но зима не радовала нас снегом, а потому осуществление мечты отодвигалось в неизвестное будущее. Но сегодня будущее настало. На стыке зимы и весны зима таки расщедрилась и посыпала землю снегом в достаточном количестве для того, чтобы соорудить из него нечто уютное и прочное. Строить идем вдвоем с Жекой. План работ объемный. Снега хотя и насыпало, но не более 20 сантиметров. И вариант со снежной берлогой отпадал сам собой. Поэтому решили сделать зимнее укрытие с каркасом. Ну, как помните, живем мы в степной зоне, и с лесом у нас туго. Поэтому вариант с каркасом из веток или лапника для нас недоступен. Думаем дальше. При планировании диких построек всегда нужно исходить из ресурсов системы, из того, какой материал можно добыть и использовать в вашей местности. И вот озарение. У нас же растет тростник. Именно из него мы сделаем каркас для будущего снежного укрытия. Отправляемся рубить тростник. Тростник зимой особенно хрупок, и работать с ним нужно очень осторожно. Малейшее неловкое движение, и наш стройматериал рассыпается в руках. Однако мы ищем подходы, пробуем разные варианты и постепенно приспосабливаемся к ломкому камышу. Дует сильный ветер, мороз минус 13, мы плетем каркас из тростника. Делаем и сами не знаем, что у нас получится и получится ли вообще. Но нам интересно, ведь прямо в процессе мы на собственном опыте познаем тонкости работы с тростником. Человек внутри южного снежного строения. Усиливаем конструкцию. Тростник очень хрупкий, очень ломкий, ломается прямо в процессе работы. Но мы в процессе как-то это выравниваем. Ручки мерзнут, да. Сегодня минус 13 с ветром. А мы маньяки. Долго ли, коротко ли плели? Ну вот, сплели основу из тростника. Такая халабудина получилась страшная. Но аккуратнее здесь ничего не сделать. Тростник очень и очень ломкий. И начинаем потихоньку снегом засыпать. Только-только первое засыпание. Домик получается знатный. Как всегда с нами Помка. Любвеобильная собачка. Да, показываем, какой ломкий тростник. Практически невозможно работать. Но мы как-то як-то справились. Следующий этап. Нужно каркасу доставить снег. Скажу сразу, мы собрали снег примерно с сотки. Переносили снег с помощью тента. На тент снег нагребали ногами и руками. В первый раз тент перегрузили, и я еле волокла его к нужному месту. Тяжело. Давай. Так. Вот так. Поехали. Ладно. Ну что, давай закидываем сразу. Ух ты, одного тента. Ну много так не будем насыпать. Составляй вот такой. Потом насыпали меньше. Ладно, чтобы не
разрабатывали разные способы высыпания снега на стену. Например, мы выяснили, что прежде чем насыпать новый слой снега, стоит подготовить под него площадку. Узнали, что не стоит на одно место сыпать снег 2 раза подряд. И насыпали снег по одной порции, проходя по кругу. И когда возвращались к первой стене, снег уже успевал немного схватиться. И теперь на него можно было смело закидывать тент с очередной порцией груза. Время шло, а мы все носили и носили снег. Судя по усталости, запасы гликогена в наших организмах серьезно уменьшились, а потому движения становились все медленнее, а тент со снегом казался все тяжелее. Стены же нашего снежного укрытия становились все выше, и доставка снега наверх становилась все сложнее. Поэтому мы решили отдохнуть, восстановить силы и лишь потом продолжить работу. Пока отдыхали, стемнело. Но мы решительно беремся за дело. Работаем слаженно и уверенно. Верхушку засыпаем руками, потому как уже тент мы туда просто не можем ни физически, никак, ни по высоте, никак поднять. И сил уже нету, и высоко слишком. Есть еще один способ, но нам лень разворачивать тент. Осталось так. Ну да. Теперь только вот Жека ручками машет. Можно было бы и тентом. И вот этот сладостный момент. Снежное укрытие готово. И оно похоже на пирамиду. Я тут же ощущаю прилив сил, танцую танец радостного строителя снежных пирамид. Вот это мы построили. Я, честно говоря, Жека, подойди до соразмерности. Я, честно говоря, в ужасе. В смысле, восхищение. Да. Вот как она узнает, что мы сюда придем? Мы приходим, а она сюда приходит тоже. Слышит. Офигеть. Вот это у нее слух или чувствительность, или что там. У собак слух 5 раз лучше, чем у человека. На следующий день мы вырезаем вход. Она частично развалилась, частично отодвинулась. Теперь надо будет тростник прорезать. Ух ты, а там тоже снега еще навалом. Привет, меня видно? Осторожно, осторожно, осторожно. Да, вход не такой уж широкий, кстати, судя по тому, как мы залезаем. Снега порядком. Снега много, да, тут. Сразу так его подвести, чтобы сильно. Осторожно, главное, стены башкой не сворачивать. Ну так, так. Встать, конечно, нельзя, но сидеть вообще можно спокойно. Ее слегка прожало, конечно. Да, прожала тростник. Как засыпет ночью нафиг. Да, это опасно. Мы собираемся тут ночевать. Ну что, выгребаем снег? Да. Ну давай, ты начни, а я буду снимать пока что.
осторожно, лучше не вставать, на камеру снег сыпется сразу. Это то, что сквозь тростник просыпалось. Ну, с другой стороны, не так уж много просыпалось. По собаке. По-звериному. Скажем прямо, даже не по собачьи, а по-звериному. Слушай, а ты очень бодро у тебя это получается. Как Знаешь? минут, как выживут. Да. Ты меня потом, главное, не забудь в другую, да? Ага. Похоже, мне не придется ничего делать. Я ограничусь съемками. Ой, об стенку швахнулась. Тут уже явно теплее. Ты видишь туман в воздухе? Да. Это мы тут надышали. Интересно, на камеру видно этот туман? Туман образовывается, самый натуральный. Следующий шаг – ночевка в снежном домике, но это будет совсем другая история. А пока мы задумались о том, что если вдруг вы сомневаетесь в своей второй половинке, не знаете, готовы ли вы к совместной жизни, то устройте себе тест, постройте вместе снежное укрытие и переночуйте в нем. Поверьте, во время этого эксперимента вы все поймете и о себе, и о своей половинке, и о чувствах между вами.